20 лет я разговариваю с телевизором, чтобы сегодня научить вас находить любой контент в новой Яндекс ТВ станции. Алиса, найди фильм со Светлаковым. Отличный выбор. Алиса, подкаст про инвестиции. Хотя кого я обманываю? Алиса, включи матч Таганрог-Астрахань. Включаю. 20 лет ждал, чтобы вот так. А вы не ждите. Ну даешь GPT. Яндекс ТВ станция с Алисой. Найдется все. В 2010 году в сеть попал трейлер несуществующего и не существовавшего даже в планах фильма ужасов про клоуна, якобы от режиссера Элая Ротта, который на самом деле не имел к нему никакого отношения, но который, увидев трейлер, решил: если есть трейлер, должен быть и фильм. И в 2013 году, нет, не срежиссировал, а спродюсировал фильм «Клоун». Режиссером и сценаристом же выступил и дебютант Джон Уотс, который спустя каких-то 4 года после такого дебюта, как Сэм Рэйми, выдаст 3 фильма про Человека-паука. Это уже само по себе интересное обстоятельство, но в нашем случае фильм «Клоун» еще интересен и тем, что дает почву для размышлений, фантазий, теорий по поводу того, кто же такой ужасающий клоун-арт. Поэтому давайте скорее смотреть и погружаться в пучину очередного клоунского безумия и кошмара. Итак, знакомьтесь, это Мэг. С первой же минуты фильм сообщает нам, что Мэг беременна от своего кента. То есть от своего мужа по имени Кент. И вы, как искушенные киноманы, конечно же думаете, что это сыграет важнючую роль в сюжете. Но нет. Я и фильм нагло впустую потратили минуту вашего драгоценного времени. Куда важнее, что 7 лет назад она уже родила маленького любителя клоунов, у которого сегодня день рождения, и он с нетерпением ждет, когда один из таких клоунов посетит его праздник. Но вот незадача. Шутите? А есть еще кто-нибудь? Предыдущий детский утренник для клоуна закончился self-made поножовщиной, поэтому он не придет. Тогда Мэг звонит своему кенту, как будто бы с намеком. Устроители праздников налажали, и клоуна не будет. Подумала, может, у тебя замена есть? А кто запасного клоуна заказывает? И тот буквально подсознательно понимает, что она имеет в виду. А тут еще и обстоятельства так совпали. Он риэлтор, и как раз в данный момент продает дом человека, у которого куча всяких странных костюмов. Правда, первым делом он примеряет. Приветик всем. Мужик, определись уже, ты клоун или тряпка? Но вот он замечает сундук и сразу в него лезет. На правах риэлтора, разумеется. А в сундуке Том. Поэтому в следующей сцене он такой... Нет, на самом деле в следующем кадре он... Прошу вас, встречайте, Джокер. По завершении праздника все валяются в отрубе, как после студенческой вечеринки. И только Богу известно, сколько канистр с детским маслом было потрачено на этом дне рождения. Батя же все еще в костюме, и снимать его пока не намерен, потому что, поразвлекав сына, теперь хочет и сам поразвлекаться с женой в этом образе. Или не хочет, ведь пока она принимает душ, он... Жиза, женщину из душа не дождешься. Проще ее сразу в душе вы. Ладно, кентяра проспал. А ведь ему надо ехать рабочим дом открывать. И ребенка еще в школу завести придется. Когда он уже вырастет и сам начнет ездить. Делать это все кентухе придется в клоунском костюме. Но ему как будто бы кайфово в этом амплуа. И тут совсем ни при чем ни нехватка времени на переодевание. Или то, что костюм как будто бы прилип к телу. И его не берет ни нож, ни электролобзик. Хотя нет, то, что он теперь буквально бронеклоун, его все-таки начинает напрягать. А главное... Я правда очень хочу писать. Спойлер, он так и не пописит до конца фильма. Столько не терпят даже люди с синдромом стеснительного мочевого пузыря. Жена хоть и с улыбкой, и подъебкой... Как тупо. Теперь тебя всегда звать дома? Конечно же, спешит помочь мужу. Правда, тут же сталкивается с проблемой неотлепляющегося носа. И казалось бы, надо подумать, но в то же время... Да что тут думать? Дергать надо. И в итоге...
Спасибо, жена, только меня теперь волшебники боятся. Нет, на самом деле все не так плохо. Хотя нос таки укорочен и собакой благополучно проглочен. А вот с париком так лучше не пробовать, потому что это уже не парик. Ты их покрасил? Это парик. Вовсе нет. Кажется, они у тебя свои. Поход в больничку тоже не особо помогает, ведь сложно в костюме клоуна объяснить врачу, что ты не клоун, и хочется его просто придушить. Тогда Кент решает поотмокать под душем, но и это не дает результата, а потом его на хавчик пробивает. Да так сильно, как будто он мунбанк-блогер. А утром он начинает свое расследование относительно того, чей, собственно, это сундук, который, сюрприз-сюрприз, прикован цепями к стене, чтобы никто не уволок, но не закрыт вот на этот замок. Такая вот противоугонная система, не продуманная до мелочей. Проще было бы этот костюм говном измазать. Увидев это, Кент решает сгонять в офис за документами на дом, но перед этим стрижет и красит волосы, чтобы не привлекать внимания, и наносит на лицо толстый слой тоналки, потому что клоунский грим снова начинает покрывать его лицо. Следующая сцена дает нам понять, что и внутри Кента происходят какие-то процессы, но куда важнее тут переход. Ну, вкусно. Из документов же он узнает, что владелец сундука умер, а потом в рандомном тематическом магазине узнает нужный ему контакт. Вот этот. И договаривается о встрече с человеком, который говорит ему: Что бы вы там ни делали, не прикасайтесь к этому костюму, ясно? Держитесь от него подальше. Не трогайте этот костюм, умоляю вас. Он на мне. Это просрано. Что ж, беседа обещает быть интересной. Тем более, что этим человеком оказывается Лев Андропов. Что такое Лев? Я Лев Андропов, полковник русского космического агентства. В России я большой человек. Как же Кенту повезло, что он вернулся с астероида. Ну или не очень повезло. Потому что сначала Лев, взявший здесь псевдоним Карлсон, рассказывает Кенту легенду про некоего Клоина, своего рода демона, который изначально был злым, а уже потом обрел другой статус. Клоин жил высоко в горах. Кожа была как снег. А красный нос обожжен холодом. А еще из лба у него торчал огромный хуй. Не мудрено, что со временем он стал комичным персонажем. Из деревень он заманивал детей к себе в пещеру. 5 детей, по одному ребенку на каждый месяц зимы. В общем, история интересная, а чай с клофелинчиком просто отвал башки. Хотя нет, отвал башки — это то, что планирует сделать с Кентом Карлсон. Обезглавливание – единственный способ остановить демона. Ведь Кент не червяк Джим, и другого способа извлечь его из костюма нет. Проблема только в том, что Кент очнулся раньше времени и проявил сопротивление, как это обычно делают связанные люди. Это что за хуйня? А я после этого фрагмента решил, что костюм непробиваемый. Ну да ладно, Кент дает отпор Карлсону и узнает еще одну важную деталь. Это не костюм, это шкура и волосы того демона. После чего приезжает домой, прихватив с собой нового друга, чтобы сказать жене: Этот маньяк пытался меня убить, тот, которому костюм принадлежит, смотри. Что? Он думает, что я демон. Как по совпадению, в этот момент дома тесть и сестра жены с мужем, которые такие: «О, клоун-риэлтор, ты теперь цирки продаешь?» Кент пытается сумбурно объяснить то, что из пол-литра не каждый поймет. И натыкается на стену непонимания. Черт, что с тобой? Если это шутка, то она не смешная. Ведь клоуны-демоны еще не стали мейнстримом. После чего, как Брандл-муха, ломает мужу сестры жены руку. Подъезжай к полицейскому участку, пожалуйста. А сразу нельзя было поехать в полицию? Может быть, тогда не случилось того, что в итоге случается? Боже! Да, Кент начинает потихоньку мутировать, а еще Карлсон вмешивается в процесс управления автотранспортом, что приводит к небольшой аварии. Это мелкое ДТП, правда? Ничего серьезного. Все живы-здоровы. Правда, у Кента теперь появляется какое-то необъяснимое влечение к детям, которое, впрочем, ему удается подавить, и он скрывается в лесу. Но знаете, Чикатило тоже не сразу стал Чикатило.
А тут так удачно в лесу какие-то детишки морозят свои задницы в палатках. И судя по всему, это палаточный лагерь строгого режима, потому что какого-то паренька заставляют идти мыть одну единственную тарелку ночью в лесу. Я бы на его месте просто разбил бы ее об голову человека, который заставил меня это делать. Но в любом случае тарелке не суждено стать чистой. Бу, испугался, не бойся. У тебя нет еды? И паренек решает дать дяденьке конфет, которые тот как собака хавает вместе с пальцами. А на следующее утро Кент просто просыпается и идет по делам. Пацан, видимо, решает не делиться секретом, куда он проебал пальцы. Ну или, может быть, его просто расстреляли за потерянную тарелку. В придорожном туалете Кент замечает еще больше перемен во внешности. Туда же, как назло, привозят целый автобус детей, которые как будто бы сами нарываются. Эй! Эй! Там кто-то есть? Дверь закрыта. И тут не обязательно быть демоническим клоуном-мутантом, чтобы не... Но Кент просто убегает, понимая, что столько ему не съесть, и решает перекантоваться в одной из продаваемых им квартирок, где его подстерегает очередной сопляк. Будь они неладные, даже королева чужих столько не нарожала, сколько пиздецов в этом фильме. И Кент, наверное, все бы отдал, чтобы оказаться в фильме «Дитя человеческое». Меня Робби зовут, а тебя как? Его зовут «Иди нахрен, Робби». Но Робби не отстает и палится, что родился в киоске. Ого, твой животик голоден. Если хочешь, у меня есть печеньки, и вафли, и еще чипсы. А есть еще крекеры, и еще печеньки, и чипсы, и печеньки. А знаешь, чего у тебя нет, но обязательно будет? Гастрит! Кент таки уединяется в квартирке и замечает, что костюм действительно уже больше похож на кожу, а не на костюм. И не испытывает по этому поводу ничего похожего на... Стиль убийцы. Поэтому решает последовать совету Карлсона. Убей себя. И раскрасить стены содержимым своей головы. Выглядит это красиво. Хоть сейчас отсылай на выставку современного искусства. Вы что, купите эту дрянь за 30 тысяч? Это невозможно. Почему? Вполне возможно. Но желаемого результата не приносит. И казалось бы, по аналогии со второй особью, Кент умер, остался только клоун. Но нет, Кент пока еще с нами и намерен довести дело до конца. Решил цирк построить? Нет, готовится к новому фокусу с отрубанием головы. Обычная история. Тем временем его жена сгоняла в полицию, где ничего толком не сказала. Помните, во что он был одет? Ну как... Длинный плащ и... шляпа темная. Хорошо. И занялась его поисками самостоятельно. Ты уверена? Да. Я найду его. Последний раз, когда мы крупно подцапались, Кент ночевал в одном из домов на продажу. Логичнее было бы поделиться этой информацией в полиции, хотя им как будто бы пофиг, ведь человек в костюме клоуна, сломавший руку, разбивший машину, откусивший пальцы, свободно гоняет по городу еще и с 2 циркулярками, как будто это какой-то детрайсинг. Фокус с которыми у него не получается. Вместо самообезглавливания имеет место иной сопутствующий урон. Да, Робби допрыгался, и его, конечно же, жалко. Но в то же время клоуна он все-таки накормит. Тут как раз приезжает жена и увозит непутевого мужа домой, как запойного алкаша, где заковывает его в цепи, как запойного алкаша. Ведь неважно какой, главное, что мужик в доме есть. Сама же Мэг начинает свое расследование, и из книжки Карлсона узнает, что тот тоже однажды по приколу решил надеть этот костюм. Центр для больных раком детей. Он содержал этот центр? Бёрд Карлсон ободряет детей. И, по всей видимости, конкретно так порадовал своего внутреннего клоуна. Ну а Карлсон уже в больничке, и Мэг об этом как-то узнала и беспрепятственно к нему пробралась. Правда, поговорить с ним не получится, потому что он челюсть сломал. Как вы костюм сняли? Как вы костюм сняли? Как вы его сняли? Не трогай моего дядю, слышишь?
Это наш семейный гений. Тогда Мэг едет в дом, где муженек нашел костюм. Хотя ей вроде бы никто не говорил, куда ехать, и адрес не давали. Чисто двигается на сценарной интуиции. То в больничку залетит, то по нужному адресу приедет. Нет, мы, конечно, можем предположить, откуда она берет инфу. Но и фильм мог нам это мимоходом показать. Ну да ладно. В доме том, помимо сундука, она находит недоделанное садомазо-кресло. Если вы понимаете, о чем я. И камеру на него направленную, с хоум-видео для семейного архива, на котором мы видим... Я сказала правду! Сказала правду! Нет, мы видим то, во что скоро превратится Кент. Ну и, к слову, любопытно, что кассета до сих пор в камере, особенно когда знаешь, чем все закончилось. Тем временем сынишку булят в школе какие-то хулиганы, и он убегает домой, без одежды, закаленный малой. А дома папаня, и его надо освободить, и тогда он накажет обидчиков своего сынишки. Эй, Джек, знаешь, где хулиган живет? И когда возвращается маманя, папаня уже вовсю наказывает малолетнего американского ниндзю. И как бы да, жалко все еще Робби. Маманя же решает отправить сына к деду. Решение правильное, только вот она как-то вальяжно до самого вечера собирает ему вот такенную гору чемоданов. И кажется, все как-то в этой суете-кутерьме позабыли про пёселя, который, отведав клоунский нос, сменил имидж. Где он? Присаживайтесь. Вам придется выслушать 100 вопросов. Я о многом спрошу. Но обойдемся без духоты и просто скажем дяденьке. Спасибо. Пожалуйста, помогите найти вашего мужа. Свали из моего дома! Нет, вы не понимаете. Я единственный, кто снял этот костюм. И он рассказывает, откуда у него этот костюм. Мне в магазин часто присылали старые костюмы. Однажды пришла посылка из Исландии. Когда я открыл ящик, вся одежда там была истлевшей, но этот костюм был в идеальном состоянии. И то, как брат его вылечил, скормив ему 5 неизлечимо больных детишек, ну то есть как в легенде. Карлсон, конечно же, пытался уничтожить костюм, но тот оказался неубиваем, как шорты Халка. Ну а Кенту может помочь элементарная ампутация головы, потому что с нынешней медициной неизлечимо больные дети в дефиците. Мэг уверена, что ее муж не навредит детишкам. Тогда Карлсон показывает ей костяшки, которыми Кент наблевал в подвале, и пытается успокоить мелкого. Его надо остановить. Джек, мы должны убить твоего папу. Отрубить ему к херам собачьим голову, если быть точным. Хочешь, петушка? Скажите, есть другой способ. Помогите его поймать. Мы его запрем. Я продолжу поиски. Это уже звучит чуть более обнадеживающе. Поэтому они отвозят Джека к деду, а сами навещают того Брюса Ли, от которого остались только рожки до ножки. Родители его, видимо, вахтовым методом работают. А тиммейты, с которыми он играл и был на связи в момент нападения, не обратили внимания на отсутствие напарника и громкое чавканье. Куда бы клоун мог пойти, чтобы его не заметили? О, нет. Что? Государственная. В общем, эти двое приезжают искать клоуна в парк развлечений, и Мэг не может его там найти. Черт. Хотя, может быть, она просто плохо ищет, в то же время не стоит забывать. Куда бы клоун мог пойти, чтобы его не заметили? Ну а Карлсон, видимо, решает ей помочь. Тем временем клоун уже начал куролесить. Бомбочка! Фу, туда кто-то нассал. И по крови на его носках можно предположить, что это был вампир из ночного полета. Тем временем какой-то пацанчик не может найти своего брата. Грег, ты где? Грег! Не ходи наверх. Я стрёмная девочка из японского хоррора, но даже я в шоке от того, что наверху. А наверху Кент уже собирается отведать Грега. Отпусти его! Но есть Грега без Грога ни о чем, поэтому он переключается на его ноунейм брата. И обычный парк развлечений превращается в крово-парк расчленений. Мэг и Карлсон объединяются. Видите? Это у меня анальное кровотечение. Кровяной след ведет в комнату, олицетворяющую собой фантазию Владимира Епифанцева, где Кент наелся и спит. Карлсон здесь, и он хочет тебе помочь. Я его помню. Он чокнутый. Хорошо, что ты нормальный.
Впрочем, Карлсон реально ебабо, поэтому получает по хлебалу. И все потому, что он использует топор, а не молот. А клоун уже целиком овладел Кентом и требует дитя. Принеси еще одно дитя, и я верну тебе мужа. Но Мэг не готова на это пойти. Тогда я найду сам. Как там его звали? Ах да, Джек. Найди дитя и принеси его мне. Отвези его на наш причал. И вот у Мэг уже другая проблема. Проблема выбора. Карлсона Кста принимают копы. Какая-то девочка просит ее подвезти. Мэг не в состоянии отказать, ведь... Знаешь, если бы мой сын в беду попал, я бы тоже хотела, чтобы ему помогли, и вот... И подвозит девочку до причала. В последний момент передумывает, но вместо клоуна появляется полисмен. Ждите здесь. Джек... Мэг едет за Джеком, которого дед отвез домой, хотя дочь просила его этого не делать. Я отвезу его домой. Нет, туда нельзя. Ты Джека возьми и просто уедь куда-нибудь. Но дед решил, что он взрослый, мудрый мужчина, хотя по факту он... Старый, глупый мужчина. Ведь его инициативность не знает границ. Что бы там Кент не сделал, пусть. Я тебе помогу, ясно? Тебе я помогу. Ты это о чем? Я вытер всю кровь. Никто не узнает. Нет, Рахмет, конечно, за такое, жаль только что... Он тут же все снова пачкает кровью. Классно он всю кровь вытер, немножко проглядел. Начинаются обычные семейные разборки. Жена бьет мужа кувалдой, жена режет мужа ножом, муж успокаивает жену-обсервант. Ну, знаете, эдакие мистер и миссис, почему мы не развелись сразу после свадьбы? После чего отец начинает донимать сына. Но жена не договорила и накидывает мужу на шею цепь и просит сына принести ту книгу. Видимо, она рассчитывает найти там какое-нибудь заклинание, снимающее проклятие, которое Карлсон случайно забыл. Ну или специально, лишь бы с топором побегать. Но малому никуда идти не приходится. Правда, клоун еще живой и продолжает требовать дитя. Все, теперь ему точно крышка. Умерев, клоун, как какой-нибудь оборотень, принимает внешность человека, на котором лежало проклятие. И если Карлсону копы вряд ли смогут что-то предъявить, то вот у Мэг большие, огромные проблемы. Костюмчик же отправляется в фонд SCP. Ну а фильм, на мой взгляд, топ. Это прям как будто эталонный пример того, как сюжет может развиваться одновременно с работой остальных аспектов. Действие начинается с первой же минуты, без каких-то лишних раскачиваний, и до самого конца удерживает внимание зрителя, ни на минуту не провисая. При этом зритель по ходу действия получает всю необходимую информацию о персонажах и их взаимоотношениях, без каких-то лишних отдельных эпизодов из их жизни и прочих дофига важных флешбеков. Дэмиану Леоне есть смысл посмотреть этот фильм, чтобы понять, как нужно подавать историю, чтобы твой фильм не выглядел как набор скетчей. К тому же это тоже своего рода малобюджетный фильм, снятый за $1,5 миллиона с ноунеймами, за исключением Петера Стормера, где визуал на очень высоком уровне, как CGI-ные спецэффекты, так и грим. Но и особого внимания здесь заслуживают вот эти переходы. Маленькая, но приятная деталь. У меня же на этом все. Всем спасибо за внимание и пока-пока. Чуть не забыл. Ужасающий, по всей видимости, тоже демон. Как будто до этого это не было понятно. Но я должен был как-то оправдать сказанное в начале ролика.